Девы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2025 года. Напоминаю вам, смотрите гороскопы правильно по знаку асцендента, по знаку Солнца и по знаку Луны. Если вы не знаете свой асцендент, в комментариях пишите дату рождения, точное время рождения и точное место рождения, и я для вас бесплатно рассчитаю. Асцендент чаще всего проигрывается более ярко и показывает самые важные события в жизни. В прошлом месяце под гороскопами на май было очень много комментариев с просьбой рассчитать асцендент. Я до сих пор стараюсь отвечать каждому, но я так понимаю, часть комментариев затерялась, потому что некоторые пишут, что я им не ответила. Если вы не получили от меня ответ, не переживайте, просто напишите под этим видео еще раз, укажите, что это повторный запрос, и я обязательно рассчитаю для вас и Солнце, и Луну, и асцендент. Если вы не знаете свое точное время рождения, можно в интернете найти астролога-ректификатора, который по важным событиям из вашей жизни поможет восстановить ваш точный асцендент. Так, запросов очень много, предупреждаю сразу, что на комментарии, где вы просто написали свою дату рождения, без времени точного, без места жительства точного, или некоторые указывают просто страну, то я рассчитывать не буду. Перед тем, как писать комментарий или после того, как вы его уже написали, проверьте, что вы написали и точное время рождения, и точное место рождения, и полную дату рождения. Июнь для вас, девы, может стать поворотным в том, как вы видите свое будущее и свое место среди других людей. Как будто открывается новое окно возможностей, и вы начинаете иначе смотреть на то, что для вас важно, с кем вы хотите быть рядом, чем хотите делиться и куда двигаться дальше. Вас может потянуть к чему-то большему, к проекту, к идее или сообществу, в котором вы чувствуете себя нужными, услышанными и на своем месте. Этот месяц может дать вам важные события в теме друзей, общения, новых знакомств, развитие через коллектив, через взаимную поддержку. Это хорошее время для тех, кто работает с людьми, выступает публично, ведет блог, делает что-то онлайн. Вы можете привлечь внимание, расширить аудиторию, получить нужную отдачу. Появится ощущение, что вы не одни и что ваш голос услышан, что вы можете повлиять на что-то большее, чем просто свою повседневную рутину. Также могут возвращаться мечты, которые вы когда-то отложили. Как будто незаметно кто-то вам напомнит о них. Это время пересмотра своих ориентиров, к чему вы идете, ради чего вы стараетесь и что действительно стоит вашего внимания. Вы можете почувствовать сильное желание изменить что-то в себе, выйти за пределы прежнего, отбросить сомнения и сделать шаг в сторону новой цели. Но при этом внутренне возможна борьба. Где-то может тянуть назад страх, недоверие, ощущение, что вы не готовы. И это абсолютно нормально. Просто не надо торопиться, потому что в этом месяце вы словно пока что прокладываете маршрут. А уже ближе к концу июня придет больше ясности и понимания, куда стоит направить свои мысли и свою энергию. Благоприятный месяц, чтобы заявить о себе через интернет, выступить перед аудиторией, запустить коллективный проект или просто пообщаться с людьми, которые вас вдохновляют. Также это хорошее время, чтобы пересмотреть свои цели. Вы можете понять, что прежние ориентиры больше не откликаются вам, и тогда Вселенная буквально подтолкнет вас выбрать новое направление. Хочу с вами поделиться, у меня есть Инстаграм, в закрепленном комментарии я оставлю ссылку, он закрытый, добавляйтесь. Я там иногда делюсь своей личной жизнью, со временем буду делиться астрологическими советами. И также оставлю в закрепленном комментарии почту электронную. Если вас интересует натальная карта, гороскоп на год или месяц, можете мне писать, я все оформляю в PDF формате. Онлайн-консультации и консультации по звонку я пока не провожу. Итак, 6 июня Венера, планета любви, красоты, денег, удовольствий, внутренней гармонии, переходит в знак Тельца и включает у вас 9-й дом гороскопа. Это важное событие, потому что Венера переходит в знак своей силы и начинает создавать в вашей жизни приятные, теплые, поддерживающие возможности, связанные с расширением горизонтов, как внешних, так и внутренних. 9-й дом — это обучение, поездки, это дом за границей, эмиграции, духовного роста, высокой мечты, другой культуры, официальных международных дел и людей, с которыми вы не просто рядом, а идете куда-то вместе по смыслу. Именно в эту сферу Венера сейчас направляет свою энергию. Если кто-то из вас, девы, сейчас находится за границей или в другой стране, может прийти ощущение уюта, комфорта, принятия. Словно вы начнете обустраиваться, чувствовать себя более увереннее, появится понимание, что вы на правильном пути. Возможно, приятные события связаны с женщинами. Помощь от какой-то женщины, поддержка, подарки, нужные знакомства, легкие решения. У кого-то это будут хорошие новости от государственных структур, визовых или миграционных инстанций.
Если вы только планируете переезд или иммиграцию, сейчас может быть дан первый толчок. Кто-то предложит идею, появится нужная информация, кто-то вдохновит вас, или вы сами почувствуете внутреннюю готовность к переменам. А может, кто-то из вас задумается сейчас подавать документы на вид на жительство, иммиграцию или визу. То сейчас очень благоприятное время для оформления документов, подачи заявлений, планирования поездок или переезда. Все, что связано с заграницей, будет идти мягко и с поддержкой от Венеры. У некоторых дев Венера в 9 доме может проявиться через финансовые возможности. Деньги от иностранных клиентов, предложения из-за рубежа, продажа или оплата онлайн-услуг, работа, связанная с преподаванием, языками, дизайном, искусством, религией, международными проектами. Также деньги могут прийти издалека, неожиданно или через человека, с которым вас связывает общее дело, обучение или идея. Также это хорошее время для инвестиций в знания, в поездки, расширения своей деятельности. Все это будет приносить не только доход, но и удовольствие. Венера у нас еще и планета любви, поэтому если вы одиноки, она может принести вам романтическое знакомство во время путешествия, в интернете, на курсах, среди людей другой культуры или менталитета. Это не поверхностное влияние, а чувство, которое может стать настоящим союзом, если вы открыты и готовы впустить в свою жизнь человека не такого, как вы привыкли. Для тех дев, кто уже в отношениях, может появиться желание развиваться вместе, обсуждать важные темы, планировать переезд или поездку, учиться друг у друга и видеть в партнере не только близкого человека, но и духовного спутника. Это прекрасное время для тех, кто хочет преподавать, делиться знаниями, вести блог, писать, публиковать или просто говорить о вещах, в которые верит. Ваш голос могут услышать сейчас, вас будут воспринимать как человека с ценностями и глубиной. Все, что вы делаете от сердца, будет находить отклик. В этот же день Меркурий формирует гармоничный аспект с Хироном, и это дает возможность поговорить о сокровенном, прояснить давние страхи, сомнения или обиды. Это день, когда разговор может многое изменить, исцелить, соединить вас или подсветить вам смысл, особенно если вы чувствуете, что давно не могли разобраться в себе. Венера в Тельце не действует резко, она как теплый поток, мягко, но надолго. И все, что вы сейчас начнете в сферах, связанных с переездами, обучением, международными делами, любовью на расстоянии, финансами из-за границы или развитием собственного дела, все это может принести вам стабильность, удовольствие и ощущение, что жизнь снова начинает играть приятными оттенками. 8 июня Меркурий, ваш управитель и планета, отвечающая за мышление, разговоры, информацию, бумаги, документы и решения, переходит в знак Рака и активирует у вас 11-й дом гороскопа. Сектор будущего, целей, окружения, дружбы, коллективных проектов, соцсетей и поддержки со стороны других людей. Когда Меркурий попадает в этот дом, мысли начинают разворачиваться в сторону, куда вы идете, с кем вам по пути и какие мечты вообще больше не хотите откладывать. Вам может захотеться поговорить о будущем, обсудить идеи с друзьями, вернуться к плану, который раньше казался нереальным, но сейчас снова начинает откликаться. Это отличное время, чтобы восстанавливать связи, переписываться с кем-то, выходить на связь с теми, с кем давно не общались, собирать единомышленников или хотя бы просто навести порядок в мыслях через разговор. Могут появиться важные идеи, которые связаны не только с вами лично, но и с другими людьми. То, что хочется делать вместе, создавать, продвигать, запускать. Это может быть дружеский диалог, в котором рождается четкое понимание. Вот она, моя следующая цель. Все, что вы делаете для других, сейчас может начать возвращаться к вам в виде поддержки, внимания и новых возможностей. Но в этот же день Меркурий соединяется с Юпитером, который пока еще находится в Близнецах в вашем 10-м доме гороскопа, который отвечает за карьеру, статус, признание, движение вперед. И это создает интересную двойную ситуацию, потому что с одной стороны вы думаете о будущем, о людях и мечтах, а с другой стороны приходит возможность, связанная с работой, реализацией, с вашей профессиональной ролью. Может быть разговор, письмо, предложение, встреча, идея, что-то, что соединяет ваш статус и ваши цели, вашу реализацию и ваше будущее. Это может быть день, когда вы четко поймете, что вы хотите расти, что вы готовы идти дальше и что вам нужно что-то большее. Или наоборот, кто-то извне может подтолкнуть к этому через слова поддержки, похвалу, предложение или просто своим вниманием. Это тот случай, когда одно сообщение может все изменить. Внутри может быть легкое напряжение, вроде бы хочется стабильности, но одновременно душа просит что-то новое, живое и поддерживающее.
И это нормальное состояние на таких аспектов. Главное слушать себя и не отталкивать то, что дает вам энергию. Сейчас начинают соединяться воедино ваши таланты, ваши идеи и те люди, которые готовы быть рядом в этом пути. 9 июня начинается важнейший астрологический цикл. Юпитер, планета роста, удачи, расширения горизонтов и смысла, переходит в знак Рака и активирует у вас, девы, 11-й дом гороскопа. Это не просто новая глава, это целый юпитерианский год, который будет связан с темой будущего. Куда вы идете, с кем вы хотите туда прийти, какую роль играете в жизни других и кто по-настоящему важен в вашей жизни. 11-й дом — это мечты, цели, друзья, окружение, поддержка, участие в группах, сообществах, больших идеях и коллективных проектах. Это дом, где рождаются надежды и происходят ключевые встречи. И когда туда входит Юпитер, все это начинает расширяться и наполняться жизнью. Если вы долго чувствовали одиночество, непонимание или усталость от общения, то Юпитер в 11 доме поможет вам это исцелить. Он расширяет ваше пространство через тех, кто с вами на одной волне. Это год, когда вы больше не должны тащить все в одиночку, вам будет с кем. Главное — быть открытыми и не бояться показывать себя настоящими. На ближайший год Юпитер может вам принести новых людей, тех, кто будет рядом с вами в нужный момент, кто вдохновит вас, кто поддержит, кто поможет реализовать то, о чем вы мечтали. Это может быть новый круг общения, сильная дружба, команда, объединенная общей целью, какие-то единомышленники, с которыми хочется создавать что-то вместе, двигаться вперед. У кого-то из вас может появиться наставник, учитель, куратор, тот, кто подскажет, направит и поверит в вас. А кто-то из вас сам станет таким человеком для других. Юпитер в Раке в вашем 11 доме дает вам возможность запускать проекты, связанные с соцсетями, онлайн-сферой, блогами, образованием, онлайн-курсами. Люди будут к вам тянуться и чувствовать в вас тепло и настоящую заботу. Если вы уже в отношениях, это год, когда Юпитер в Раке может вас сблизить общей мечтой, совместной целью, идеей, которую вы хотите реализовывать вместе. Подробнее о переходе Юпитера в знак Рака я записала отдельное видео, как он повлияет на наш мир в целом и на каждый знак по отдельности. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Переходите и смотрите там в комментариях. Многие писали, как у них в прошлый раз проигрался Юпитер в Раке с 2013 по 2014 год. Можете также оставлять комментарии и делиться, как у вас прошел тот период. Но 9 июня складываются сразу 3 напряженных аспекта. Венера в квадрате с Плутоном, Меркурий в квадрате с Сатурном и Нептуном. Все это может создать ощущение, будто вас одновременно тянет вперед, но что-то внутри тормозит, сковывает и вызывает тревогу. Это может спровоцировать недопонимание с партнером, другом или коллегой. Кто-то может молчать, кто-то говорить глубоко, а кто-то уйти в себя. Также возможно искажение в восприятии. Вам может казаться, что вас игнорируют, обесценивают или не ценят вашу помощь, хотя на деле человек просто перегружен своими вопросами. Это не лучшее время для важных разговоров, потому что они могут пойти не так, как вы рассчитывали. У кого-то из дев возможны внутренние тревоги по поводу будущего, отношений, обещаний, планов. Может казаться, что вы не знаете, что делаете дальше, и где-то внутри растет неуверенность. Но важно понимать, что это временно, потому что аспекты пройдут, а те, кто действительно рядом с вами по-настоящему, останутся. Некоторые из вас пишут в комментариях, что я очень быстро разговариваю. Смотрите, прямо в видео, в правом верхнем углу, там где значок шестеренки, вы можете регулировать скорость. Вы можете ускорять мою речь или замедлять, как вам удобно. 11 июня происходит полнолуние в знаке Стрельца. Для вас, девы, это полнолуние попадает в ваш 4-й дом гороскопа. Дом семьи, жилья, родовых корней, мамы, чувство безопасности, недвижимости, переездов и вашего внутреннего ощущения, где вы дома. Полнолуние — это всегда кульминация, завершение или прояснение чего-то. И когда в 4-й дом попадает полнолуние, все, что связано с домом и близкими, выходит на первый план. Вы можете получить важную новость от родителей, особенно от мамы, завершить этап проживания в одном месте и начать в другом, задуматься о смене жилья, решить вопрос с арендой, продлением, переездом, продать, купить или вложиться в недвижимость, съехаться или наоборот разъехаться.
вернуться домой или решить уехать обратно, где вы раньше жили. Также полнолуние может принести кульминацию в вопросах, связанных с оформлением ВНЖ, гражданства, прописки или любых документов, которые определяют ваше место в мире. Особенно если вы живете за границей или планируете переезд, то это может быть момент важного решения или долгожданного завершения процесса. У кого-то из дев могут подняться темы прошлого, семьи, детства, рода и особенно тема мамы. Возможно, вы будете решать вопросы, связанные с ее здоровьем, документами, переездом, или просто почувствуете, что вам хочется побыть рядом, поговорить, уделить внимание. А может, это просто новости, которые связаны с ней, какие-то перемены в ее жизни. Это может быть как забота, так и попытка отдалиться, если вы чувствуете, что в этих отношениях накопилось напряжение. Все, что вскроется не случайно. Полнолуние в знаке Стрельца может дать вам импульс действовать широко, уехать подальше, сменить страну, расширить пространство вокруг себя. Это может быть и ремонт, и оформление второго гражданства, и решение, что вы больше не хотите жить в этом месте, где вы сейчас находитесь. Или наоборот, обретете точку опоры и почувствуете, что вот теперь вы знаете, где ваш дом. 11 июня, плюс-минус несколько дней до и несколько дней после, это момент внутренней и внешней ясности всего, что касается вашего дома, семьи, личного пространства, корней, безопасности, документов на место жительства. Все это выйдет на первый план. 17 июня Марс, планета действий, мотивации, воли, энергии и внутренних импульсов, входит в ваш знак Девы. А значит, активируется первый дом вашего гороскопа. Зона, отвечающая за личность, внешний облик, инициативу, уверенность в себе и общее направление движения. Марс в первом доме даст вам импульсы, что вам пора проснуться, пора собраться и пора что-то начинать. Это момент, когда может резко прибавиться силы, решимость, желание действовать. Уйдет вялость, откладывание, сомнения и появится ощущение, что если вы чего-то хотите, то вы это делаете. И Марс поможет вам перестать ждать, когда все сойдется, и начнете сами прокладывать свой путь. Это может касаться любой сферы, и работы, и внешности, переезда, отношений, финансов, в зависимости от ваших личных приоритетов. Главное, вы становитесь активной стороной, а не наблюдателем. Марс в Деве действует не импульсивно, а точно, системно и по плану. Он дает энергию на конкретные задачи. Расставить приоритеты, навести порядок, довести что-то до ума, организовать, почистить, структурировать. Вы можете почувствовать, что вам хочется все распланировать, перестроить график, избавиться от хаоса и наконец-то сделать то, что давно висело в списке. У вас может появиться желание больше двигаться, заняться своим телом, обновить гардероб, сменить прическу. Кто-то начнет заниматься спортом, йогой, бегом, а кто-то пересмотрит питание, вернется к режиму и выведет себя из разобранного состояния. Просто начнете действовать и поймете, что вы хотите выглядеть и чувствовать себя по-другому, и начнете в этом направлении двигаться. Марс еще и планета агрессии, гнева, раздражения, поэтому может появиться и другая сторона. Вы можете резче реагировать, быстрее уставать от чужих претензий, вспыхивать, особенно если кто-то нарушает ваши границы или критикует вас. Но это и хорошо, потому что Марс учит вас вставать за себя, говорить «нет», не терпеть лишнего. И если раньше вы подавляли недовольство, то сейчас все это может выйти наружу. Также это период, когда многое в жизни может начаться с вашего решения. Не потому что так надо, а потому что вы это выбираете. Марс в первом доме помогает выйти из пассивности. Если вы давно хотели сдвинуть дело с мертвой точки, то с этого дня начнется продвижение. И даже если придется делать что-то с нуля, вы будете чувствовать, что это ваше. С 17 июня начинается период, когда вы берете инициативу в свои руки. Появляется энергия, мотивация, желание управлять своей жизнью, а не плыть просто по ее течению. Это прекрасное время для старта, для движения, для обновления себя и физически, и эмоционально, и энергетически. Все начинается с вас, и Марс даст вам силу, чтобы вы не просто начали, но и довели это до результата. 21 июня происходит важное астрологическое событие. Это день летнего солнцестояния, момент, когда Солнце достигает своего максимального положения в северном полушарии, и день становится самым длинным, а ночь самой короткой. Энергетически это пик световой силы, момент начала новой солнечной четверти года, и он всегда несет смену фокуса, переломное внутреннее
прежнее состояние и новый импульс. В этот день Солнце входит в знак Рака и включает у вас, Девы, 11-й дом гороскопа, сферу, которая отвечает за будущее, мечты, цели, окружение, друзей, связи, команды, коллективы, онлайн-проекты, единомышленников, сообщества, в котором вы живете, и цели, которые ведут вас дальше. Внимание начинает смещаться от личных тем к людям, идеям, общим делам, объединяющим усилия и желание быть частью чего-то общего. Солнце в 11-м доме высвечивает вопрос, куда вы дальше хотите идти, с кем вам по пути и кто рядом с вами, действительно ли это ваши люди. Это может быть очень важный период для переоценки связей. Вы ясно увидите, кто вас поддерживает, кто вдохновляет, а кто наоборот тянет назад и забирает у вас силы. Для кого-то из вас, Девы, это будет этап формирования нового круга общения. Кто-то из вас вернется в старую команду или начнет строить новые дружеские, профессиональные или общественные связи. Также это отличный период, чтобы начинать продвигать себя. Очень хорошо сейчас делиться своими идеями, выходить на свою аудиторию, делать что-то онлайн, заводить блог, продвигать его, подключаться к новым проектам, предлагать свое участие. Все, что вы делаете не только для себя, но и для других, будет расти. Солнце в 11-м доме включает и высвечивает ваши мечты. Не абстрактные, а очень реальные. Чего вы хотите, какой жизни, каких ощущений, кто должен быть рядом с вами. В этот же день формируется гармоничный аспект Меркурия с лунными узлами, который еще больше усиливает смысл происходящего. Вы можете получить знак, услышать нужные слова, почувствовать, что вас куда-то зовут, через людей, через переписку, через фразу в соцсетях или внутренний отклик. Это может быть поворотным моментом, особенно если вы давно искали новое направление или чувствовали, что где-то застряли. Сейчас начинает дорога прокладываться. 21 июня — это момент, когда свет разворачивается в сторону будущего. Вы начинаете видеть дальше, чувствовать шире и ощущать, что пора строить не только свои планы, но и связи, через которые эти планы могут реализоваться. В этот день могут прийти люди, предложения, идеи, которые станут частью вашего пути. И ваша задача — быть открытыми и не бояться видеть себя среди других. 23 и 24 июня происходят сразу несколько важных астрологических событий, и все они касаются вашего будущего, вашего окружения, отношений и внутренней устойчивости. Солнце соединяется с Юпитером в знаке Рака в вашем 11-м доме. Это может дать яркое, вдохновляющее ощущение перспектив, поддержку со стороны людей, рост в проектах, связанных с интернетом, сообществами, обучением, блогами, аудиторией. Это может быть прямое предложение, шанс, встреча, признание, поддержка от друзей или вдохновляющий человек, который повлияет на вашу жизнь. Это будет ощущаться как открытие двери в будущее. Вдруг станет ясно, куда вам двигаться, появится энергия, вера, желание строить что-то дальше. Может быть связано с коллективным делом, участием в команде, развитием своего блога, запуском курса, продвижением онлайн-проекта, заявкой на грант, образованием, международной деятельностью, поездкой или переездом. Это также очень сильные социальные дни. Вы можете получить приглашение куда-то, попасть в нужное окружение, быть замеченным и услышанным. В эти же дни Солнце в Раке формирует сразу два напряженных аспекта — квадрат к Сатурну и квадрат к Нептуну, которые находятся в знаке Овна. Для вас, Девы, это активирует ось 11 и 8 домов. 11 дом — это окружение, друзья, поддержка, коллективные проекты, мечты и планы на будущее. А 8 дом — это чужие деньги, долги, помощь от других, финансовые обязательства, страхи, уязвимости и кризисные переживания. На событийном уровне это может принести конфликт или разочарование в ком-то из своего окружения, особенно если вы рассчитывали на поддержку, помощь, деньги или участие в каком-то общем деле. Также может быть ощущение, что кто-то не оправдал ваших надежд. Друзья, коллеги, партнер по проекту или аудитория, если вы работаете с людьми. Возможные задержки выплат, непонятки с финансами, отказы в помощи, ссоры на почве ожиданий и обязательств. Если у вас есть кредит, аренда, подписка, налоги или другие обязательства, они могут напомнить о себе и вызвать у вас небольшой стресс. Также может скрыться тема ревности, контроля, манипуляций в отношениях, в дружбе или в ваших рабочих делах. В этот день лучше не принимать важных решений и не устраивать разборки, потому что велик риск искаженного восприятия. Лучше наблюдайте,
То, что вас сегодня заденет, покажет, где вы еще зависите от чужих решений или мнения. Это можно трансформировать, но не в момент обострения. 25 июня происходит новолуние в знаке Рака. Для вас, Девы, оно активирует тот же 11-й дом гороскопа. Зону будущего, окружения друзей, онлайн-проектов, единомышленников, групп, а также планов, целей и мечт. Новолуние — это всегда старт, момент закладки семени, а в вашем случае семени будущего. Это время, когда вы можете осознанно определить, в каком направлении хотите двигаться дальше и с кем. Это может быть начало нового этапа в дружбе, в каком-то проекте, в сообществе, в коллективной работе или в ваших личных целях на будущее. Новолуние в 11 доме также может вам принести новое партнерство или новый онлайн-проект. Также в вашу жизнь могут прийти новые люди, те, с кем вы будете на одной волне, кто вас будет вдохновлять или откроет перед вами новые возможности. Кто-то из дев может присоединиться к команде, группе людей, записаться в какой-то коллектив по интересам, пойти на обучение, создать сообщество или принять участие в чем-то большом и коллективном. Это особенно благоприятно, если вы давно задумывались над каким-то проектом, который включает других людей. Это новолуние может также перезагрузить вашу дружбу. С кем-то вы станете ближе, с кем-то поймете, что дороги расходятся, а с кем-то появятся неожиданные единения. Вы можете принять решение быть более активными в соцсетях, начать вести блог, канал, делиться своими мыслями с миром. Особенно если есть мечта, сейчас время ее озвучить и начать реализовывать. Планета-управитель новолуния Луна находится в Раке и чувствует себя очень комфортно, а значит, все, что вы закладываете в этот день, может иметь теплую, устойчивую, эмоционально наполненную основу. Рекомендую вам провести этот день осознанно. Пропишите свои планы на будущее, сделайте карту желаний, пообщайтесь с теми, кто вас вдохновляет. И главное, позвольте себе мечтать. Ваше окружение в ближайшие месяцы может поменяться, и вместе с этим поменяется ваша траектория в лучшую сторону. 26 июня ваша планета-управитель Меркурий переходит в знак Льва и активирует у вас, Девы, 12-й дом гороскопа. 12-й дом — это дом тишины, уединения, изоляции, внутренних процессов, завершений, отдаленных изолированных мест, эмиграции, работы за кулисами и всего, что не видно другим. Меркурий — это планета, которая отвечает за общение, мысли, переговоры, короткие поездки, оформление документов, техника, обучение, бумажные дела. И когда такая активная и умственная планета попадает в скрытый и закрытый 12-й дом, ваш фокус смещается с внешнего на внутреннее. Вы можете почувствовать, что вам хочется тишины, побыть одному, подумать, не рассказывать о своих планах никому. В это время вы можете уйти из соцсетей, меньше общаться, не отвечать на сообщения или просто ограничить круг контактов. У кого-то начнется тайная переписка или общение, которое вы не хотите афишировать. Это может быть разговор с человеком из прошлого, диалог, который нужно сохранить в секрете, или вы сами будете вести двойную коммуникацию. С одними говорить одно, с другими другое. Может, кто-то из вас узнает чью-то тайну или начнете скрывать что-то сами. Также может появиться желание поехать куда-то подальше от всех, в санаторий, на остров, в другой город или страну, где вы сможете отдохнуть и подумать. Поездки по 12-му дому не про развлечения, а про восстановление, лечение и перезагрузку. Также это может быть оформление бумаг, связанных с эмиграцией, подача заявок на ВНЖ, работа с визами, делами за границей или документами, которые вы пока никому не показываете. Меркурий в 12 доме может активировать закрытые учреждения, больницы, поликлиники, изолированные места, уединенные отели, пансионаты, санатории, а также оформление туда справок, запись или подготовка. Это хорошее время, чтобы писать дневник, работать над книгой, планировать что-то в одиночестве, заниматься творчеством, которое пока не для всех. Также это период, когда хорошо что-то завершать. Разговор, проект, договор, общение, которое вы давно тянете, но уже не хотите продолжать. Главное не форсировать внешние события. Дайте себе пространство на тишину, и вы услышите то, что раньше было заглушено шумом. Июнь для вас, Девы, это месяц, когда многое начнет выстраиваться вокруг вашего будущего. Вы можете почувствовать, что меняется окружение, появляются новые люди, идеи, направления, в которых вам захочется развиваться. Это хорошее время, чтобы ставить цели, строить планы, объединяться с теми, кто вам близок по духу, и запускать что-то значимое.
Июнь для вас, девы, это месяц, когда многое начнет выстраиваться вокруг вашего будущего. Вы можете почувствовать, что меняется ваше окружение, появляются новые люди, идеи, направления, в которых вам захочется развиваться. Это хорошее время, чтобы ставить цели, строить планы, объединяться с теми, кто вам близок по духу. Особенно, если вы хотите проявить себя, быть полезными другим, делиться своими знаниями или опытом, то сейчас хорошее время запускать что-то значимое. Вы почувствуете прилив вдохновения, желание мечтать и двигаться вперед, особенно если раньше это казалось невозможным. Важно быть открытыми к новым знакомствам, новым форматам работы, сотрудничеству, а также к тем, кто может поддержать вас в этот период. Под конец месяца вам захочется тишины, и это нормально. Это время, когда стоит притормозить, отойти от суеты, прислушаться к себе и дать себе отдых. Хорошо пойдут уединенные поездки, работа в одиночку, размышления и завершение старых дел. Не торопите события, июнь работает на перспективу. Все, что вы запускаете сейчас, может быть медленно, но верно привести вас к важному и настоящему. Также хочу вас поблагодарить за приятные и добрые слова в комментариях. Спасибо большое за поддержку. Я все читаю и стараюсь всем отвечать. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить астрологические прогнозы на каждый месяц. А я желаю вам удачного и счастливого месяца июня, дорогие девы!